Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать вам две орхидеи. Это Лека Фантастик и Дикий Кот. Те, кто смотрит мой канал постоянно, знают, что эти две орхидеи у нас содержались в воде. Одна орхидея Дикий Кот простояла 4 месяца в воде, а Лека Фантастик 3 месяца в воде. Ссылочки на эти видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Мой Лека Фантастик с вами разбирали. У него немножечко было гнилых корней, поэтому мы его разобрали из покупного горшка и оставили вот в таком кашпо. Поставили в водичку, обработали Максимом для раскукливания и наращивания корней. Я считаю, что уже пришло время их пересадить. Сейчас я преследую цель этим видео не показать вам пересадку, конкретную посадку прямо этих двух орхидей, а хочу вам показать корни, которые наросли непосредственно при содержании орхидеи в воде. И у одной, и у второй. Кот очень долго не хотел растить корни, но потом все-таки решился и нарастил вот такие замечательные, раскуклил и уже начал вот длинные растить корни. Сейчас я все это высвобожу из кашпо, и все корни и у кота, и у Лека Фантастик вам покажу. Что-то мы здесь обрежем, потому что у Лека Фантастик есть сухие корешочки. Вот с этой стороны даже уже один цветонос засушил. Но еще вот держит цветочки. 3 цветочка. Это он дорастил 3 бутончика и раскрыл свои цветочки. Единственное, конечно, у нас буквально на прошлой неделе было невероятное, не по красоте, а по ужасу природное явление. У нас целых 3 дня были пыльные бури. И как бы я ни хотела там и не закрывала окна, все равно на листики и на цветы орхидеи попала эта жуткая пыль. То есть листья я смогла протереть, а вот у кота даже видно, что цветочки, они запыленные. К сожалению, я их не промыть, никак с них невозможно убрать пыль, поэтому... Даже я промывала листики, все равно эта пыль какая-то просто жуткая рыжая пыль. Вы не представляете, что сейчас надо делать с теми орхидеями, которые стояли на подоконниках. Они просто засыпаны слоем, наверное, вот этой рыжей глины. Поэтому уж простите, не такой яркий этот цветок, не такие яркие сейчас цветы у них. Но что делать? С природой не поспоришь. Как она захотела, так и сделала. Ну, давайте разбирать, давайте вынимать. Еще хочу обратить ваше внимание, когда орхидея содержится в воде, она очень часто вот этими молодыми корнями прирастает к стенкам горшка. Что я делаю, когда приросли корешочки, их вынуть невозможно. Вот смотрите, вот эти корни, они приросли. Вытащить орхидею, чтобы не оторвать эти корни, невозможно. Я наливаю много воды, большее количество, чтобы эти корни погрузились в воду. Наверное, сейчас покажу вам что-то страшное. Но делаю я это очень аккуратно. Потому что если потянуть, корни просто оторвутся. Беру острый нож. Острый. Но делать это очень-очень аккуратно. И очень потихонечку надо делать. Опускаю острой частью ножа, прямо прижимаю лезвие к этому горшку, ввожу в ту часть корня, где он еще не прирос к горшочку, прямо тоненьким-тоненьким острием. Смотрите. И потихонечку отодвигаю корешок от пластика. Прямо очень-очень... Смотрите, это надо делать очень аккуратно, чтобы не отрезать кусочек корня. Вот видите, подошла и все оторвалось. И так делаю дальше.
Ну, кропотливое такое. Так, давайте. Оп. Все оторвалось. Если не можете сделать это ножом или чего-то боитесь, возьмите деревянную шпажку и тоже заострите ее немножечко. Сделайте ее остренько и аккуратно, медленно отодвигайте этот корешок от стеночки горшка. Давайте теперь вытащим, покажу вам, какие корни наросли у кота. Я вам как-то про кота, про своего снимала целое, огромное, большое видео. Ну, не огромное, конечно, но большое видео. Рассказывала про капризы своего кота. Ссылочку на это видео тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Ну, давайте смотреть, что же у нас получилось. Вот смотрите, все-таки оторвался один корешок. Но обидно, но там вот здесь уже никак не вытащишь корень. Оторвался один корешок. И еще хочу вам показать. Вода у меня стояла все время. Я ни разу кота не вынимала из этого горшка, поэтому зелень присутствует. Он стоял на подоконнике. Вода всегда зеленеет. Я просто доливала сюда воду. И теперь посмотрим, что же нам нужно. Какие нам корешки уже не пригодятся у кота, что нам нужно обрезать. Вот появился совсем гнилой корень. Такой гнилой корень я отрежу. Сейчас еще вот здесь какой-то есть такой же, он не гнилой. Вот эти два корешка можно обрезать. Этот хоть и зелененький корень, но он тоже уже не нужен. Так, вот этот, вот есть мокрый корень, тоже убираем, ну он сам снялся, убираем его. И теперь разберемся в корнях, что ж тут обрезать. Вот такие кончики обязательно нужно подрезать. Не до живого, но подрезать вот этот черные пятнышки, которые есть на корнях, их тоже нужно убрать. Вот кончики. Вот еще гнилой корень ненужный. А смотрите, здесь даже от старого-старого черного корня начал расти молодой корешок. Так, поворачиваем в другую сторону, смотрим. Что с этой стороны есть хорошее, что плохое. Ну, это старые корни, они прямо в воде стали, веломен оттуда весь исчез, и осталась только пленочка от веломена, поэтому я такой корень убираю. Есть еще, сейчас корешки даже срослись, вот не буду это разбирать, пусть так и остается. Есть корни, с которых я снимала веломен, остались одни те же. С такими корешками можно посадить. Вот эти черненькие все крапинки на корнях мы обрабатывали Максимом этот цветок, вернее я обрабатывала, поэтому это можно не убирать, можно так и посадить с этим. Кстати, даже не видно, что здесь была обработка Максимом, только вот на этих верхних корнях видно, что была обработка Максимом. Смотрите, даже воздушные корни, которые были у кота, он тоже все раскуклил. Сейчас поверну. Вот тоже были воздушные корни. Даже из старых корней раскуклил. Здесь один корень растет, а здесь что-то, по-моему, еще одно растет. И начал уже растить вот здесь новые корни. Кстати, тоже от старого начал растить. Вот от этого старого большого корня он и здесь начал растить. И вот здесь пробудил два таких корешка. То есть даже с тем, что он еще цветет, можно его сажать. Он уже растит большой листик. Все. Этого можно посадить с цветочками. Но я думаю, что он уже скоро отцветет. Хотя он 2 раза наращивал бутончики свои. Вот поэтому я кота и разбирала.
Потому что у него вот здесь было много черных точек на корнях. Поэтому я его разбирала и обрабатывала Максимом, чтобы эта чернота никуда дальше не пошла. Так, сейчас покажу, в какой горшок буду сажать. Посажу его вот в такой большой горшок Левенгрин. Двойной, как всегда. 2,3 литра. Так, сейчас я его пока поставлю и покажу вам еще Лека Фантастик. Он хорошо поместится здесь корнями. Пока его отставим. И давайте еще вынем Лека Фантастик. Здесь у него сухих корней значительно больше. Тоже такая же зелень в горшке. Но здесь мы, слава богу, не оторвали ни одного корня. Тоже много молодых корней. Так, цветонос, который он засушил, обрезаем. Он не нужен. Тоже начал растить листик. Так, и что мы здесь уберем? Давайте уберем сначала держатель цветоноса. Так, и разберемся, что же здесь с корнями. Ну, вот такие сухие корни, наверное, следует обрезать. Но давайте смотреть эти корни внимательно. Так, вот, казалось бы, сухой корень. Вот он, совершенно сухой. Но от него есть зеленый отросток. И на этом зеленом отростке есть молодой раскукленный корешок. Нельзя обрезать. Смотрим дальше. А вот такой сухой корень можно и обрезать. Он уже не пригодится орхидеи. Вот еще есть корешок, который тоже высох. Весь веламин высох. Так. Вот этот корень можно убрать весь. Он такой скользкий внутри, веламин превратился в кашу. Этот корень обрезаю весь. Сейчас найду его начало. Вот он. Такой корешок убираем весь. Этот хороший корень. Вот показательный вам корень. Корень вроде и черный, но это не черный, это как раз то, что водоросли нарастают в горшке, и они как раз на этом корне. Убираю эти водоросли. Здесь, видимо, был сгнивший веламен, и остался один тяжек. То есть это настоящий корень орхидеи. И даже на этом таком корне начал расти молодой корешок. Поэтому, конечно же, нельзя убирать такие корешки. Смотрим дальше. Что у нас тут еще есть нам ненужное. Вот такие маленькие кусочки ненужные могут быть. А вот эти все корни, вот они сначала идут сухие, а потом зеленые и хорошие. Убирать я, пожалуй, и не буду. Посажу с такими. Смотрите, от ствола орхидеи, Лека Фантастик уже начал растить молодые корешки, выпускать. Ну и листик, как всегда. Все, с этими корешками уже можно сажать орхидею. Хотя они вот и сухие. Вот этот маленький отросточек можно убрать. Вот он. Ну и все, и тоже отрезать-то сильно ничего и не пришлось. Видите, от старых корней раскукливаются корни и растут туда вот вовнутрь. Ну, вон там большие зеленые корешки. Ну, в общем,
общем, точно в такой же горшок я посажу и Лека Фантастик. Как всегда, посадки очень простые, в чистый керамзит. Если кому-то интересно, оставлю ссылочку на плейлист, где я делаю разные посадки. Но сейчас я сажаю только в чистый керамзит. Керамзит у меня влажный, корни сухие. Половина там корней сухая, половина влажная. Поэтому я просто засыпаю, ничего там сверхъестественного нет. Обыкновенная посадка. Лека Фантастик я засыпала керамзитом. Получилось... Ой. Вот такая посадка получилась в керамзит. И теперь точно так же поступим с котом. Единственное, что у кота, у него есть воздушные корни. Вот они, их много. Поэтому кота я просто воздушные корни засыпать не буду. А все воздушные корни оставлю снаружи. Но у кота почти все корни в горшке влажные. Но в любом случае я все равно сажаю во влажный керамзит. Пока я сажаю дикого кота, пришел наш не дикий кот понаблюдать, как же я это делаю. Познакомьтесь. Это еще один наш кот. Его зовут Сёма. Обязательно постучим по горшочку. Так. У кота очень тяжелые еще цветоносы, придется все-таки палочки поставить. У кота очень тяжелые цветоносы, прямо такие толстые палки. Придется им все-таки поставить ему держатели. Ой. Так. И второй. Вот такие две посадки. Поливать буду, как всегда, по мере просыхания корней. И, как всегда, для скептиков. Орхидеи не растут в воде. Вы прекрасно видели, что орхидеи, 4 месяца простоявшие в воде, нарастили корни, продолжили цвести, даже выпускали еще новые бутоны. Поэтому орхидеи растут в воде. И у меня был опыт, когда я где-то года полтора, у меня все орхидеи росли в воде. И они росли и цвели. Поверьте, такое тоже может быть. Но очень сложный за ними уход. Нужно все время опрыскивать верхние корни. Потом сложно их там доливать, им всякие разные подкормки, прикормки, удобрения. Это все занимает большое количество времени. Так что такие содержания орхидей в воде я делаю только по показаниям, когда разбираю корни, когда мне что-то не нравится, что-то не так.
с корнями, там есть гнилые корни, тогда я разбираю и ставлю на воду. Но обработка Максимом обязательно. Есть орхидеи, которые без любых обработок прекрасно живут в воде и прекрасно наращивают корни и цветут. Но когда корни все-таки чем-то испорчены, какие-то на них есть черные пятна, что-то гниет, вы видите, когда купили орхидею, видите это в горшке, тогда, конечно, нужна обработка фунгицидом. Это может быть Максим, может быть это Привикур, но у меня нет Привикура, поэтому я чаще пользуюсь Максимом. Мне очень нравятся те результаты, которые дает Максим. Поэтому не бойтесь орхидею содержать в воде, но с большим «но», если это очень вам нужно. Потому что орхидея лучше всего раскукливает корни и растит корешки, конечно, в своем покупном горшке. И я не раз вам это показывала. И буду показывать обязательно следующую пересадку из того горшка, в котором я ее купила. Там тоже прекрасно наросли корни у всех орхидей, которые были куплены и 3 месяца, и 4 месяца назад. А Эсме, если помнит кто-то, она уже вырастила 2 большие детки. Так что пересадок много. Если кому-то интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить обязательно оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы все узнаете о моих орхидеях. До новых встреч, друзья!